Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, многих интересует вопрос, можно ли повторно подавать анкету на участие в лотерее Green Card, если уже выиграл в прошлом году, но все еще не прошел собеседование и не получил визу. Сегодня давайте разберемся в этом вопросе и расставим, так сказать, все точки над «и». Итак, поехали. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу скажу, участвовать повторно можно и даже нужно. Правилами лотереи это не запрещено, а факторов, которые могут повлиять на то, что вы не получите визу, очень много. Это и номер вашего кейса, который чем выше, тем меньше вероятности, что вас позовут на интервью, и ошибки в документах, и даже предвзятое отношение консула к каким-то конкретным вопросам, из-за которых вы теоретически можете получить отказ на собеседование и множество других причин. И это уже не говоря о лотереях DV 2020 и DV 2021, выдаче виз по которым остановилась из-за пандемии, и большинство победителей просто не имели шанса пройти интервью. По двум последним сейчас идут суды, обещают резервы виз, но когда их начнут выдавать и будут ли выдавать вообще до сих пор непонятно. Но не будем затрагивать тему судов, резерва и всего остального в этом видео, о них я и так часто рассказываю у нас на канале. Так вот, как вы поняли, выиграть в лотерею еще совсем не значит получить грин-карту, даже с учетом того, что все анкеты и документы вы собрали и заполнили вовремя. Так что играть еще раз для перестраховки однозначно стоит. Лично мы выиграли в лотерею DV 2021 и все еще не получили свои визы, а потому участвовали в DV 2022, но неудачно, и будем участвовать в DV 2023. И не стоит думать, что тем самым вы отберете шанс у кого-то, кто еще даже ни разу не выигрывал. И сейчас объясню почему. Смотрите, во-первых, ежегодно заявку на участие подает уже более 10 миллионов человек. Даже если все победители прошлогодней лотереи подадут заявки снова, а я уверена, так сделают далеко не все, то даже несколько десятков тысяч дополнительных заявок к общему количеству – это капля в море. Во-вторых, вероятность того, что вы выиграете повторно, хоть и есть, но она крайне мала, и вряд ли больше 1%. В итоге даже из 10 тысяч прошлогодних победителей во второй раз выиграет в лучшем случае сотня человек, но скорее всего еще меньше. Но и это еще не самое главное. При ежегодной квоте в 55 тысяч виз, которые должны быть выданы счастливчикам, на первоначальном этапе отбирается гораздо больше победителей. Делается это потому, что часть анкет отсеется на разных этапах из-за ошибок или банальных отказов победителей дальше проходить все этапы процесса получения грин-карт. Ведь многие заполняют анкету просто так или за компанию с кем-то, а потом понимают, что эмигрировать не хотят или не готовы. Так что будьте уверены, повторной подачей заявки вы никому не навредите, даже в том случае, если удача улыбнется вам второй раз подряд. И если вы все-таки успеете пройти интервью по прошлогоднему кейсу, вы просто не будете проходить весь процесс в новом году, тем самым освободив место кому-то другому. А вот если по прошлой лотерее грин-карту получить не удастся по любым причинам, как раз в этом случае и сработает подстраховка с участием в новой лотерее. Так что не переживайте, подавайте заявки на участие повторно. Главное, делайте это правильно, без ошибок и с новым фото. И, возможно, кому-то из нас посчастливится выиграть снова и получить свои визы. Удачи всем нам! Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.